Усадьба Волга в городе Харбин. Как вы уже догадались, это место полностью посвящено русской архитектуре. Около 10 лет назад, по одной из версий, весьма состоятельный китаец, восхищаясь русской архитектурой, решил воссоздать ее у себя на родине. И пригласив русских архитекторов, они принялись за создание усадьбы. Кстати, на сегодняшний день построена еще не вся усадьба. Проект очень грандиозный, и его продолжают развивать. Но уже сейчас в этом месте проходит очень много русско-китайских мероприятий, танцевальных, языковых, светских и других. И на одно из таких мероприятий мы случайно наткнулись, успев пообщаться с нашими земляками. Меня зовут Рыжих Юлия Михайловна, я старший преподаватель Института русского языка и культуры МГУ имени Ломоносова. Сегодня произошло важное событие в усадьбе Волга. Мы открыли учебный центр по работе с одаренными детьми. Это совместный проект Московского государственного университета и усадьбы Волга, с которой мы сотрудничаем уже несколько лет. Пообщавшись с нашими соотечественниками, мы продолжили изучать это место. В этом парке есть почти все, что мы так часто видим на родине. Старинные усадьбы, соборы, клубы. Да что там говорить, есть даже памятник Пушкину. А что еще нужно русскому человеку? Усадьба есть, Пушкин есть, клуб есть, все. Можно смело оставаться и жить здесь. Также мы встретили удивительную детскую площадку, и здесь же мы увидели хлев для коз. Удивительное сочетание, но весьма гармоничное. А для полного счастья здесь есть загон для лошадей. Остается добавить, что в какой-то степени здесь и правда чувствуешь себя в России. Ну а еще больше о любви китайцев к России мы узнаем из следующего интервью. Меня зовут Чжан Чинчжун, профессор Харбинского педагогического университета, доктор гуманитарных наук по специальности русского языка и литературы. Я занимаюсь лексикографией и преподаю русский язык и литературу в университете, в Институте славянских языков на факультете русского языка. Я уже преподаю здесь примерно 30 лет. С детства я очень люблю русский язык и русскую литературу. По-моему, русский язык – это очень богатый, интересный язык. Там все есть. И русская культура тоже интересная, богатая, содержательная культура. Мне очень-очень нравится русская культура и русский язык. Недаром говорят, я всегда люблю учиться уму, разуму у русских. У меня первая русская книга, по-моему, это Евгений Онегин. Я читал уже эту книгу в оригинале. Я до сих пор еще не видел таких сложных проблем, которые всегда мне говорили начинающие русский язык, начинающие изучение русского языка. По-моему, русский язык, там грамматика очень-очень стройная, все систематические правила. Не вижу очень большого труда в этом языке. Это значит, любовь к русскому языку меня всегда помогает преодолеть всякие вопросы, проблемы. Я 2 года преподавал в России, там китайский язык и культуру. Я работал директором Института Конфуция, Комсомольский на Амуре, это Дальний Восток. Там 2 года я работал, у меня много учеников, студентов России. Для меня это очень хороший опыт преподавания китайского языка за рубежом. Совсем недавно была успешная конференция, посвященная преподаванию русскому языку в Китае. Мы вместе уже очень глубоко обсудили наболевшую проблему, которая возникла в эти годы в преподавании русского языка и литературы в Китае. Русский язык и культура – это прекрасный мост для углубления познания двух народов между собой. И сегодня в рамках глобализации
по-моему, изучение русского языка и литературы, либо китайского языка и литературы имеет очень-очень большое значение для китайцев и для русских. Самая драгоценная коллекция у нас в Музее славянских культур, я считаю, это те экспонаты, которые наши преподаватели и студенты, уважаемые российские друзья, нам подарили. Там по этим экспонатам мы всегда получаем очень-очень хорошую, нужную информацию, касающуюся русского языка и культуры. Мы всегда желаем начинающим русский язык большого успеха, удовольствия, радости в изучении этого прекрасного, экзотичного языка и полезной культуры. Желаем им счастья и еще благополучия во всем благородном деле. Слева. Слева. Слушайте еще раз. Слева стоит шкаф. Меня зовут Ольга Николаевна. Я преподаватель Харбинского педагогического университета. Работаю здесь уже 3-й год. Я занимаюсь китайским языком где-то лет 5 примерно. Но здесь, в Китае, я сейчас преподаю русский как иностранный. Молодцы. Дело в том, что мы находимся здесь вне языковой среды, и у студентов по факту единственная возможность практиковать русский язык – это иностранный преподаватель. В Китае я преподаю тоже где-то лет 5. Я приехала в Китай изначально учить китайский язык на 1 семестр по гранту от Института Конфуция. Но в дальнейшем как-то так получилось, что предложили остаться, и я сюда приехала уже как преподаватель РКИ. Я приехала в Китай из города Волгограда. В Волгограде я также работала с иностранными студентами в Волгоградском педагогическом университете. Я выбрала китайский язык в первую очередь как раз потому, что приходилось работать с китайскими студентами, и в некоторых случаях хотелось бы понимать, о чем говорят студенты, когда думают, что преподаватель их не понимает. Просто дело в том, что когда до студентов доходит, что преподаватель знает китайский, понимает, они осторожнее, скажем так, в выражениях. На самом деле сейчас уже особых трудностей нет. Но вот поначалу, когда я только приехала в Китай, поначалу была сложность, языковой барьер. Опять же, со временем к этому тоже привыкаешь, уже гораздо проще. А с педагогической деятельностью сложности в основном это отсутствие языковой среды. Это сложность, потому что у студентов нет возможности практиковать русский язык, как, например, если бы они учились в России. В России в любой момент можно пойти, при желании, конечно, отрабатывать выученные слова, выученные обороты какие-то. В Китае это невозможно сделать. Здесь большая часть – это самостоятельная работа студентов. Просто здесь довольно приличная нагрузка. Они занимаются практически с 7 утра и до 8 вечера. Это целый учебный день. Я сюда приезжаю работать по контракту. То есть получается, контракт здесь, как правило, это год. На год я приезжаю сюда и в конце контракта уезжаю. Дома читай. 4 черненьких чумазеньких черенка, 4 черными чернилами чертеж. Вопрос отличий иностранных студентов и русских. Например, для азиатских студентов они лучше знают теорию.
Они учат, они прямо зубрят. Это связано в первую очередь вот с азиатской, ну, с китайской, ладно, возьмем сразу так, с китайской системой обучения, в которой нужно заучивать. Опять же, связано с китайскими иероглифами. Для европейских студентов у них лучше развита практическая часть. То есть они более коммуникабельные, они больше разговаривают, хотя временами бывают проблемы с теорией. Вот. В случае с китайскими студентами они стесняются говорить, потому что понимают, что уровень языка не очень высокий и могут допустить ошибку. А в Китае есть такое понятие, как потеря лица. И вот здесь вот этот момент, я что-то сказал, и меня не поняли, потому что я ошибся, это потеря лица. Поэтому это вот особенность китайских студентов, может быть, еще и психологическая. То есть здесь нужно перебороть вот этот момент. Мы боимся разговаривать. У нас слово пишет. Ударение здесь. А вот здесь что? Китайским студентам фонетика, я бы сказала, достаточно сложно, потому что фонетическая система китайского языка и русского языка, ну, мягко говоря, отличаются. И многие проблемы фонетики у студентов связаны именно с отличиями фонетической системы. Много сложностей возникает с теми звуками, это естественно, которых просто нет в китайском языке. Ну, самый такой проблемный звук «р». В китайском языке такого звука, именно вот как в русском, фонетически произносимого, такого звука нет. И студенты они пытаются, у многих получается, кстати. Некоторые студенты мне говорят, что я пошел учить русский язык, потому что я букву «р» могу говорить. Вот это причина, почему мы учим русский язык. Хотела понаехать. Ну, я бы, пожалуй, сказала, что Китай стал вторым домом. Я уже здесь довольно давно живу, и как-то уже я приезжаю домой, домой приехала, да, в Россию, все хорошо, все замечательно. У меня, не знаю, отношение к стране меняется на границе, по-моему. То есть, когда мы пересекаем границу, все, я дома, приезжая в Россию. Пересекаем границу в обратную сторону, ой, я в Китае, все, я дома. Вот примерно так. Смотрите, интонация 2. Слева. Например, вот на занятиях мы со студентами обсуждаем очень часто проблемы стереотипов, стереотипное мышление. Интересно послушать, что думают китайцы, например, о русских. Ну, при условии, что студенты не стесняются говорить преподавателю, как обзывают китайцы русских. Вот. Ну, и вот таким образом мы на сравнении, то есть я им привожу примеры, что говорят стереотипы о Китае в России, они мне говорят, что говорят о России в Китае. И таким образом мы сравниваем, и приходит понимание того, что не всему, что мы слышим и что говорят другие люди, нужно верить. На мой взгляд, вот как раз преподавание русскому языку за рубежом, иностранные преподаватели таким образом меняют представление о России у иностранцев. Смотрите, здесь пост-центр Цзяосиньхоу. Что делает Олег? Если вдруг, допустим, на следующий учебный год контракт не продлят, я не думаю, что это будет прямо настолько большая трагедия, скажем так, то есть масштабы. Конечно, это будет неприятно, потому что вопрос привычки. Я уже привыкла к Китаю, к студентам. Первое время однозначно будет тяжело без студентов, без вот этой вот среды учебной, скажем так. Но жизнь есть жизнь, жизнь продолжается, значит, будем искать другие варианты, как нести русскую культуру в массы.